Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Приглашаю вас сегодня на мастер-класс по вязанию вот таких балеток, туфельки, которые смотрятся просто изумительно. Вяжутся они несложно, довольно быстро. Давайте будем их вязать. Не забывайте, друзья, что все мастер-классы, видеоматериалы на моем канале для вас абсолютно бесплатны. Поэтому, если вы сейчас смотрите это видео без подписки, пожалуйста, подпишитесь сейчас на канал, нажмите на кнопочку подписаться, нажмите на колокольчик, и вы никогда не пропустите новые видео, которые будут выходить на канале. Ну а мы с вами приступим к вязанию вот таких замечательных, шикарных туфелек-балеток. Для вязания я взяла вот такую подошву. Это подошва Вита. Она довольно мягкая, удобная и плоская. Здесь пробитые отверстия на расстоянии 1 см друг от друга. И вот на этой подошве я буду сейчас вязать. Пряжа. Вот такая филодискозия номер 5. Это 100% катон. И здесь в 100 граммах 260 метров. 260 метров на 100 грамм – это нормально для вязания таких туфелек. Буду вязать в одну нить. Крючок буду использовать 2,5 миллиметра. И начинаем с обвязки подошвы. Вот сейчас мы будем делать установочный первый ряд, обвязку подошвы и вот такой бортик внизу. Начинаем вязать с середины пятки, вот от центра. Здесь начинаем столбики без накида. В каждое отверстие будем провязывать по 3 столбика без накида. Первое отверстие провязываем 1 столбик, это начало ряда. И дальше в каждое отверстие 3 столбика без накида. 1, 2, нить конец придерживаем, завязываем ее сюда в вязание, 2, и в это же отверстие 3 столбика без накида. Теперь следующее, 1, 2, и 3. Вот так продолжаем вязать по 3 отверстия, в каждое отверстие по 3 столбика без накида, вот сюда до конца ряда. Здесь 3 провязываем, последнее отверстие, и вот в первое, с которого мы начинали, довяжем 2 столбика недостающих. Все, встречаемся здесь в конце ряда. Вот провязали мы 3 столбика в последнее отверстие. И теперь у нас первое отверстие, вот сюда довязываем 1 столбик, второй и третий мы провязали в начале. Теперь в первую петлю этого ряда обвязки провязываем соединительный столбик. Делаем воздушную петлю подъема и провязываем сейчас еще один ряд столбиками без накида, весь ряд. В каждую петельку ряда обвязки провязываем столбик без накида. Вот у меня такая цветная нить, мне кажется, она очень красиво будет вот в этих туфельках. Такая розово-белая, очень нежная. Вяжем в каждую петельку столбик без накида. В конце ряда в первую петлю соединительный столбик, и теперь делаем воздушную петлю подъема и по всему ряду вяжем соединительные столбики по всей окружности, вот так, в каждую петельку соединительный столбик, в каждую петелечку соединительный столбик. Мы будем делать с вами бортик. Каждую петелечку соединительный столбик. И вот так по всей окружности от начала до конца ряда проходим соединительными столбиками.
Все, соединительные столбики по всей окружности, встречаемся в конце ряда. Здесь заканчиваем ряд, довязываем соединительные столбики. И следующий ряд у нас будет уже, мы будем вязать за заднюю стеночку петли. Сейчас я покажу как. Вот последние соединительные столбики. Первую петлю ряда соединительный столбик, заканчиваем ряд, воздушная петля подъема. И теперь смотрите, вот здесь у нас есть внутри последняя вот стеночка, задняя стеночка каждой петли. Первую не очень удобно, она плотно здесь связана. Сейчас я ее найду. Вот задняя стеночка петли, и провязываем столбик без накида. Каждую петелечку ряда находим вот здесь заднюю стеночку. Не очень удобно, конечно, в начале. Просто держать на весу неудобно, чтобы показать вам. Вот у каждой петельки тут есть задняя стеночка. За нее берем вот так и провязываем. У нас впереди вот тут соединительные столбики, мы их не трогаем, а за ними у нас идут столбики без накида. Вот мы у них берем заднюю стеночку и провязываем столбик без накида. Получается вот такой бортик из соединительных столбиков впереди. Можно было бы его не делать, но мне кажется, будет не так красиво. Все-таки узор такой рельефный. И здесь надо будет нам просто постараться. Вот так за заднюю стеночку каждой петельки я вяжу достаточно плотно. Я всегда обувь вяжу плотно, поэтому не очень просто забрать эту петелечку, но тем не менее, зато потом очень красивый результат. Все, провязываем вот так по кругу каждый столбик без накида за заднюю стеночку петель предыдущего ряда. И вот здесь у нас получается впереди такой красивый бортик из соединительных столбиков. Вот так взяли. Сейчас поближе покажу. Вот так берем заднюю стеночку, провязываем столбик без накида. Опять за заднюю стеночку провязываем столбик без накида. У следующей петли берем заднюю стеночку, столбик без накида. Мы, в общем, соединительные столбики не трогаем. Мы трогаем столбики без накида, которые мы вязали перед соединительными столбиками. Вот видите, такой борт получается. Вот он, его потом видно, он так красиво смотрится вот тут на готовом изделии. Поэтому вывязываем такой бортик. Вяжем по кругу. Вот так обходим и встречаемся в конце ряда вот здесь. Довязываем в конце ряда последние столбики без накида за заднюю стеночку.
первую петельку соединительный столбик. Дальше делаем 2 воздушные петли подъема, поворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем теперь столбики с одним накидом в каждую петельку предыдущего ряда. Начинаем со второй петли от крючка. Первый столбик у нас замена, это 2 воздушных петли, и дальше в каждую петельку столбик с одним накидом. Сейчас уже будем начинать вывязывать узор. Изнаночный ряд — это столбики с одним накидом, а в лицевом ряду будем вязать уже по узору столбиками с 2 накидами. Вот так. Столбики с одним накидом в каждую петельку предыдущего ряда. Провязываем по всей окружности и вот здесь встречаемся в конце ряда. Заканчиваем этот ряд. В верхнюю петлю вот цепочки сюда провязываем соединительный столбик. Соединительный столбик. Разворачиваемся на лицевую сторону. Воздушная петля подъема 1, вторая. И по лицевой стороне делаем сейчас 2 накида на крючок. Мы в эту же петлю еще провяжем сначала столбик без накида. Вот так. Начинаем ряд. 2 воздушные петли и сюда же столбик без накида. Теперь 2 воздушные петли, 2 накида, пропускаем 4 петли, отсчитываем. И вот здесь самый нижний ряд, который у нас над бортиком. Вставляем крючок, провязываем столбик с 2 накидами. Первый накид, второй накид и завершаем столбик. Вот, провязали. Теперь вот сюда возвращаемся, провязываем 3 столбика без накида. У нас пропущено 4 петли, мы провязываем 3. Первую петлю мы не вяжем. 3 столбика без накида. Теперь делаем 2 накида на крючок. И опять под эту же самую вот сюда. Сюда же, где мы вязали, пропускаем крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Под одну и ту же петлю мы вяжем. Вот здесь 2 остается петли на крючке и делаем 2 накида. Отсчитываем 4. 1, 2, 3, 4. Опускаемся вниз над вот этим бортиком, берем вот так, обхватываем столбик, провязываем столбик с 2 накидами, 1, 2, и вот у нас было 2 петли оставленных, теперь все 3 петли делаем общую вершину. Провязали, снова 3 петли провязываем столбиками с 1 накидом. 1, то есть вообще не без накида, 2, 3, извините, 3 петли столбиками без накида. Делаем опять 2 накида на крючок. Под этот же самый столбик, под который мы сейчас вязали, мы снова заводим крючок, вытягиваем нить, провязываем столбик с 2 накидами. У нас получаются такие вот как бы перекрестные столбики. Оставляем 2 петли на крючке, делаем 2 накида, отсчитываем 4 петли
2, 3, 4. Опускаемся вниз под четвертую. Берем вот здесь у бортика столбик, обхватываем его, провязываем сюда столбик с 2 накидами. И вот здесь делаем общую вершину с 2 этими петлями. Теперь 3 столбика без накида сзади, вот здесь, за этими петлями. 2, 3. Делаем 2 накида на крючок. И сюда же под этот же столбик вводим крючок, провязываем столбик с 2 накидами. Я думаю, что понятно. Я стараюсь как можно ближе показать. Столбик с 2 накидами тут я просто пропустила. У нас должно остаться 2 петли на крючке. Вот так. Недовязанный столбик с 2 накидами. Теперь 2 накида на крючок. Отсчитываем 4 петли. Под четвертую петлю опускаемся вниз. Берем столбик у самого бортика. 2, 3, 4. Вниз. Берем столбик у самого бортика. И провязываем столбик с 2 накидами. Раз. Второй накид. И вот эти вот 3 петли все вместе в общую вершинку. Теперь за этим столбиком с 2 накидами провязываем 3 столбика без накида. Делаем 2 накида на крючок. Под этот же столбик внизу провязываем столбик с 2 накидами. Оставляем 2 петли на крючке. 2 накида. 4 петли пропустили. Опускаемся вниз к бортику. Провязываем под столбик нижний столбик с 2 накидами. И 3 петли вместе. За ним 3 столбика без накида. Довольно несложный узор, просто не перепутать, где мы оставляем 2 петли на крючке, а где мы провязываем все. Теперь 2 накида на крючок, опять под этот же столбик провязываем столбик с 2 накидами, не довязанный, оставляя 2 петли на крючке. Вот так. Делаем 2 накида на крючок, 4 петли пропускаем, опускаемся вниз и провязываем под нижний столбик столбик с 2 накидами, не довязывая. Объединили в общую вершину. За ними провязали 3 столбика без накида. Если совсем непонятно вам еще, вы можете просто видео сделать медленнее в настройках и медленно-медленно просмотреть. Я думаю, что тут уже понятно. Еще немножко провяжу. Вот так 2 петли оставили, 2 накида на крючок, 4 петли пропустили. Опускаемся вниз, берем под столбик, провязываем столбик с 2 накидами, общую вершину объединяем эти 3 петли, за столбиком провязываем 3 столбика без накида и продолжаем точно так же вязать.
Вот совсем близко показываю. 2 накида на крючок, 4 петли отсчитываем, под 4 вниз, вот сюда пропускаем крючок, провязываем 2 столбика с одним накидом, ой, с 2 накидами столбик и общая вершина. Затем за этим столбиком с 2 накидами 1, 2 и 3 столбик без накида. Вот они всегда равняются с этим основанием столбика. И опять сюда же в основание под этот же столбик пропускаем крючок, провязываем столбик с 2 накидом. Вот так, не довязывая его, оставляем 2 петли на крючок, делаем 2 накида, отсчитываем 4 петли, опускаемся вниз, берем вот сюда этот столбик и под него провязываем столбик с 2 накидами с общей вершиной 3 петли вот эти. За этим столбиком 3 столбика без накида. И вот так продолжаем. Очень красивый получается вот такой рисуночек. Продолжаем его до конца ряда. Доходим до конца ряда. Отсчитали 4 петли здесь вниз под нижний столбик вот сюда. Провязываем столбик с 2 накидами. Общая вершина 3 петли вместе. Дальше за столбиком провязываем 3 столбика без накида. 2, 3. Теперь 2 накида на крючок. Опять под этот же столбик провязываем столбик с 2 накидами. Один накид, 2 накид, оставили 2 петли, 2 накида на крючок. Теперь у нас вот тут под последним как раз, вот под первым, где мы начинали, да, под первой петлей внизу мы провязываем столбик с 2 накидами и общую вершину 3 петли провязываем вместе. И вот теперь смотрите, мы закончили ряд, пришли к верхнему, за этим столбиком провязываем 3 столбика без накида, это у нас уже конец ряда, и вот тут вот начало ряда. Провязали, теперь сделали 2 воздушные петли и последний столбик с 2 накидами под этот столбик, который мы вязали последние. Провязываем столбик с 2 накидами, оставляя 2 петли на крючке. И теперь у нас накиды не делаются, а просто вот сюда в первую петлю и делаем соединительный столбик. Все, мы закончили ряд. Теперь делаем 2 столбика, 2 воздушные петли подъема, накид и изнаночный ряд. Весь столбиками с одним накидом в каждую петлю. Столбик с одним накидом. Каждый изнаночный ряд у нас будет вязаться столбиками с одним накидом. В лицевом ряду мы создаем узор, а в изнаночном вяжем основу под этот узор. Столбики с одним накидом. Довязываем до конца ряда вот таким образом и начинаем вязать второй ряд. Встречаемся в конце ряда.
Провязываем последние столбики с одним накидом. В верхнюю петлю соединительный столбик, воздушная петля подъема, еще одна, и в эту же петлю провязываем столбик без накида. Сюда же начинаем ряд. А вот теперь смотрим, делаем 2 накида на крючок. И теперь заводим крючок вот сюда под вершину из 2 столбиков с 2 накидами. Провязываем столбик с 2 накидами, первый накид, второй, закрываем столбик, за ним вяжем 3 столбика без накида. Первый столбик без накида, второй и третий. Теперь 2 накида на крючок и опять под эту же вот вершину из 2 столбиков провязываем столбик с 2 накидами, не довязывая до конца. Оставляем 2 петли на крючке. 2 накида на крючок, в следующий вот сюда под эту вершинку. Первый, ой, сорвалось. 2 накида на крючок, провяжем сюда же столбик с 2 накидами, не довязывая. И теперь 2 накида на крючок и под следующую вершинку вот сюда. Вяжем 1 накид, второй накид и все 3 петли вместе, общая вершинка. За ней 3 столбика без накида, 1, самую угловую петлю пропустили и 3 столбика, 2, 3. Теперь 2 накида на крючок, под эту же вершину заводим крючок, провязываем столбик с 2 накидами, не довязывая его до конца, оставляем 2 петли на крючке. 2 накида на крючок под следующую вершинку. Заводим крючок, провязываем 1 накид, второй накид и 3 петли объединяем в общую вершину. Вот, за ними вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Теперь 2 накида и под эту же вершинку провязываем столбик с 2 накидами, не довязывая до конца. Оставляем 2 петли на крючке, 2 накида, опять под следующую вершинку, не довязываем вот так, 3 петли и потом их вместе провязываем. 3 столбика без накида в верхнем ряду, 2 накида на крючок и опять же под эту же вершину столбик с 2 накидами. Один накид, второй, оставили 2 петли на крючке, 2 накида, под следующую вершину переходим. 1 накид, второй и 3 петли объединяем в общую вершину. Сзади в верхнем ряду 3 столбика без накида. Рисунок повторяется, но просто в предыдущем ряду мы брали под самый нижний столбик, а сейчас вот под каждую вершинку. Точно так же провязываем до конца ряда. В конце ряда здесь мы заканчиваем ряд. У нас 3 столбика без накида в верхнем ряду. Затем у нас идет еще столбик с 2 накидами
вот сюда под последнюю вершинку. Провязали столбик с 2 накидами, оставили 2 петли, делаем накид, и вот у нас первый столбик предыдущего ряда. Мы сейчас будем заканчивать уже вязание этого ряда. 2 столбика, общая вершина, и за ними заканчиваем ряд. Провязываем 3, первый столбик, второй столбик и третий столбик вот сюда, в первую вершину первого столбика с 2 накидами, и провяжем соединительным столбиком. Что я неправильно сделала тут? Первый столбик, второй столбик, и вот здесь у нас вершина. Мы берем третий столбик, провязываем, делаем 2 накида, возвращаемся опять под последнюю вот сюда вершинку. Не хватает у меня одного столбика еще тут. Под последнюю вершинку провязываем столбик с 2 накидами, оставляем 2 петли, и вот в первую вершину первого столбика с 2 накидами соединительный столбик вяжем. Все, еще один соединительный столбик, и закончили ряд. Вот так. У нас должна быть вот как бы решетка, это она завершенная, то есть обязательно смотрите, чтобы не было у нас пропущенного. Теперь 2 воздушные петли подъема, и в каждую петлю ряда провязываем столбик с 1 накидом. Это изнаночный ряд. Но в этом ряду мы будем уже делать сокращение, убавление, поэтому сейчас нам надо будет отметить, где мы будем убавлять. Вот сейчас центр находим подошвы впереди, и от передней центральной петли отсчитываем вправо и влево по 25 петель. Намечаем центральную петлю и вправо и влево по 25 петель отсчитаем и поставим здесь вот с обоих сторон маркеры. Вот 25 петель в одну сторону, 25 в другую. Здесь мы будем делать убавление. Сейчас мы вяжем вот так в каждую петелечку до первого маркера столбики с 1 накидом. Когда мы дошли до первого маркера, маркер нам надо будет переставить ниже, на ряд ниже, чтобы мы знали, где у нас начинаются убавления. Переставляем его под этот ряд. Вот так оставим его здесь, не будем убирать пока, пусть он в нижнем ряду будет, и начинаем обвязывать убавление вот от этого маркера и до маркера на той стороне. Делаем накид, начинаем вязать столбик с 1 накидом, не довязываем его до конца. Теперь накид, столбик с 1 накидом, не довязываем. И теперь все вместе эти петли общую вершинку. Снова накид, столбик с 1 накидом, не довязываем. Еще накид, столбик с 1 накидом, не довязываем. И общая вершинка. Вот 3 петли вместе. Вот так вяжем дальше. То есть делаем убавление. Столбик с 1 накидом не довязанный, и еще 1 столбик, только накид провязываем, и потом 3 петли вместе.
Вот так провязываем до центральной петли, потом от центральной петли еще 25 петель у нас вот до третьего маркера. Ну а маркер, там где у нас была намечена центральная петля, его можно будет снять, он уже будет не нужен. Еще один столбик и теперь 3 петли вместе. Ну, я думаю, это понятно. Вот, довязываем вот так вот сюда до этого маркера. Когда довяжем, потом вяжем просто в каждую петельку столбик без накида. Вот, провязали убавление, провязали столбики без накида в каждую петельку до пятки, до центра. Тут соединительный столбик, столбик с одним накидом, разворачиваемся, столбик без накида, воздушная петля подъема, развернулись в эту же петельку, столбик без накида, и теперь опять рисунок. Вяжем точно так же, под вершинки вот сюда вводим крючок, провязываем столбик с 2 накидами, оставляем на крючке петлю, 2 накида, под следующий столбик с 2 накидами, 3 петли объединяем в общую вершину, за столбиком 3 столбика без накида провязываем, так же как мы вязали предыдущий ряд. Здесь узор до маркера, до первого у нас не меняется. Вяжем его точно так же. Два накида, под вершину, под эту же еще столбик с 2 накидами. Вот таким образом доходим до маркера, до первого. Вот, приходим сюда. Маркер мы переставили ниже тут. И сейчас начинаем делать тоже убавление. Здесь, как обычно, под вершину провязываем столбик с 2 накидами. Оставляем 2 петли на крючке. И теперь делаем убавление. Здесь вот в нижний ряд вяжем, как всегда, столбик с 2 накидами. Общую вершину делаем. А вот за общей вершиной тут у нас мы провязывали 3 столбика, да, без накида. Теперь мы провязываем 1 столбик. Все. Снова 2 накида, под эту же вершину заходим, провязываем столбик с 2 накидами, оставляем 2 петли на крючке, под следующую вершину столбик с 2 накидами, 3 петли вместе, общая вершина, и 1 столбик без накида. Вот так. Прямо вот здесь столбик без накида над вершинкой получается. Опять под вершинку, под эту же столбик с 2 накидами. Оставляем 2 петли на крючке. Под следующую вершину столбик с 2 накидами. И над самой вершинкой провязываем 1 столбик без накида. Здесь вот 3 петли вместе. Вот эти 3 петли объединяем в общую вершину. И прямо над основанием столбик без накида. Продолжаем вязать точно так же. 2 накида, под вершинку столбик с 2 накидами, оставляем 2 петли, 2 накида, под следующую вершину столбик с 2 накидами, 3 петли вместе и над основанием столбик без накида.
Вот так. Вяжем все то же самое, только мы провязывали 3 петли, столбики без накида в 3 петли, а теперь мы провязываем в одну петлю столбик без накида над самым основанием. Вот так под основание заводим крючок, вяжем столбик, 1 накид, 2 накид, 3 петли вместе и прямо вот над основанием столбик без накида. Идем вот таким образом до следующего маркера, вот сюда, где у нас убавление. А дальше за маркером, как обычно, до конца ряда уже по 3 петельки. Вот так заканчиваем ряд. Сделали по переду убавление. Теперь изнаночный ряд. Провязываем 2 воздушных петли подъема и вяжем столбики с одним накидом по изнаночному ряду до переда, где у нас начинаются убавления. Вот здесь у нас столбики с одним накидом со 2 петли от крючка. Доходим до петли, где у нас начинаются убавления, и дальше делаем новые убавления. Столбик с одним накидом, провязываем только накид, столбик с одним накидом, провязываем только накид, общая вершина у 2 столбиков. Дальше точно так же столбики с одним накидом, провязываем только накид, 2 столбика с общей вершиной. Вот так делаем убавление от этого маркера до следующего на той стороне по переду. Доходим до маркера. Делаем убавление. Общая вершина у 2 столбиков. Тут осталось еще у нас убавление. Столбик без накида. Не до конца. Еще 1 столбик. Общая вершина. Вот. И теперь дальше мы вяжем уже до конца ряда в каждую петлю столбики с одним накидом. Все, доходим до конца ряда и начинаем вывязывать лицевую сторону. Здесь уже за маркером столбики с одним накидом в каждую петлю до конца ряда. В конце ряда провязываем соединительный столбик и разворачиваемся, будем вязать лицевой ряд. Вот на этом мы первую часть закончим, и следующая часть выйдет буквально через пару дней. Под этим видео я поставлю ссылочку затем на вторую часть, когда она выйдет, и будем продолжать. Закончим вязание убавлений и цветочки провяжем. Друзья, если это видео вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайк. Не забывайте написать комментарий, подпишитесь на канал, оставьте ссылочку на это видео в своих пабликах в соцсетях. И до новых встреч!